Всем привет! В этом видео буду делать арбалет из игры Rust. Как вы уже поняли по первым секундам ролика, арбалет будет рабочим. Для начала мне понадобится шаблон арбалета и 2-мм металл. Приложил шаблон к металлу и обвел карандашом, затем вырезал болгаркой. Вторую стенку корпуса арбалета буду вырезать по ранее отпиленному шаблону. Из того же металла отрезал 3 пластины, которыми буду соединять ранее выпиленные детали. Распустил вдоль трубу диаметром 20 мм, тем самым получил направляющую для стрелы. Сборку корпуса арбалета буду производить с помощью электродуговой сварки. Затем через проставки в виде полос приварил направляющую для стрелы. В корпусе с помощью болгарки вырезал окошки для спускового механизма. Все детали спускового механизма сначала буду вырезать из картона, затем после прикидки буду вырезать их из металла. Нашел положение оси зацепа. В качестве оси будет выступать болт. Также из картона вырезал спусковой крючок. После примерки вырезал его из металла. Решил увеличить толщину зацепа для более надежной фиксации тетивы. К спусковому крючку и корпусу арбалета приварил 2 болта, между ними поставил возвратную пружину. В корпусе арбалета вырезал место под плечи. Их я буду делать из рессоры. А тут я использую пальцы вместо карандаша. Гибкость рессора меня полностью устроила. Убрал ржавчину с помощью лепесткового круга.
По краям рессоры просверлил отверстия для тетивы. Плечи не привариваются к ложе. Для этого в рессоре вырезал паз, который будет упираться в направляющую для стрел. Тем самым рессора не выпадет и не будет смещаться по отношению к ложе. Просверлил отверстие для скобы, которое называется стремя. Из пластины сделал упор для ноги, который приварил к скобе. Перешел к изготовлению приклада. Он будет делаться из двух металлических пластин и деревянного бруска. Обстрогал с помощью косого ножа, заточил пластины и забил молотком. Для того, чтобы дальше продолжить работу над арбалетом, нужно сделать древки стрел. Для этого я взял плашку на 14 мм и деревянный круг, который имел диаметр 16 мм. Его я заточил с двух концов, один конец вставил в плашку, а другой в патрон дрели. Неровности после плашки убрал наждачной бумагой. Над замком сделал планку из той же трубы, из которой делал направляющую. Тетиву сделал из металлического тросика. Спусковую скобу сделал из двух частей, так же как и в оригинале. Приклеил к ложе с помощью эпоксидной смолы деревянную накладку. Закруглил с помощью болгарки и лепесткового круга. В накладку вставил декоративные болты. Обмотал плечи, приклад и рукоятку лейкопластырем. С помощью черной краски запачкал обмотку и деревянные элементы арбалета. Немного заржавел арбалет с помощью коричневой краски. Далее провел небольшие тесты. Постреляем по маске. Проверю на прочность деревянную стрелу. Наконечник деревянной стрелы сломался об металлическую маску.
Заново заточил деревянную стрелу и попробовал снова. Промахнулся и попал в глазницу. Это стопроцентный хедшот. И опять же наконечник деревянной стрелы сломался. С маской ничего не случилось, лишь небольшие потертости от стрел. Взял древко и сделал из пластиковой карты оперение, наконечник сделал из гвоздя. Такой стрелой пострелял по пластиковой бутылке. Затем пострелял карбоновой стрелой для лука. Она прошивает бутылку насквозь, и ее останавливает только деревянная стена. Если бы ее не было, стрела пролетела на вылет. Также выстрелил в маску со стрелой с металлическим наконечником. Металлический наконечник вылетел, и стрела раскрошилась. А с маской по-прежнему ничего не произошло. Да, кстати, по поводу перезарядки. Одной рукой такой арбалет не перезарядить. Взведение арбалета происходит с помощью ножного упора двумя руками. Попробовал сделать полностью металлическую стрелу из 10-мм прута и опять пострелять по маске. Маска слишком крепкая, ее не пробивают стрелы, а наносит ей только косметические повреждения. Отсюда можно сделать вывод: при попадении стрелы в металлический нагрудник или маску стрелы должны ломаться и вообще не наносить урон. Если вам понравилось, поставьте большой палец вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня у меня все, увидимся в следующих видео.